Глава 13. Дом, в который возвращаются. Утро было таким же, как всегда. Тот же гул под полом, тот же голос по громкой связи, перечисляющий пункты программы и меры безопасности. Те же люди в коридоре, только чуть более загорелые, с новыми пакетами и магнитами. Накануне вечером им пришлось заново разбираться с маршрутами. Первый паром честно довез их за обещанные 2 суток до берега, где большинство пассажиров сходило и разъезжалось дальше по своим направлениям. Уходить вместе с ними казалось самым логичным вариантом. Но чем дольше они сидели в кафе у порта вчетвером, тем яснее становилось, что прощаться сейчас ни у кого из них нет ни сил, ни особого желания. В какой-то момент Макс, уткнувшись в телефон, поднял глаза. «Тут есть ночной рейс дальше по морю», — закинула Нудочку, оторвавшись от экрана. «В ту же сторону, только с заездом еще в пару мест. Можно украсть у суши еще несколько дней». Елена назвала это блестящей идеей продлить отпуск, пока мозг не вспомнил про обязанности. И уже через пару минут обсуждала с ним варианты кают. Томас сперва уткнулся в свое расписание, пытаясь удержать старую структуру. Формально отпуск заканчивался через несколько дней. На следующей неделе у него намечались встречи, у Анны созвоны с клиентами. «Если мы сейчас честно поедем по плану», — проговорил он, уныло листая календарь в смартфоне, «через 3 дня я уже должен сидеть в переговорке и делать вид, что меня устраивает люминесцентный свет». Слова прозвучали слишком усталыми, чтобы самому себе поверить. Решение родилось почти случайно. «Еще пара-тройка дней моря никому не повредит», — легко бросил Макс. И в какой-то момент эти еще пару дней незаметно превратились в «а давай просто не ставить жесткую дату возврата». Через час у них были новые билеты на другой паром, похожий на прежний по гулу и коридорам, но уже с ощущением, что они сознательно остаются здесь вчетвером. Теперь Анна лежала, глядя на знакомую пластиковую панель потолка, и чувствовала, что что-то не сходится. Внешне все вернулось на место. Корабль снова в море, порт остался позади. Впереди очередной день по расписанию. Но внутри все не хотело вставать в прежние ячейки. «Ничего же не случилось», — подумала она. «Мы просто погуляли по городу, выпили кофе, поговорили. Никаких драм, никаких...» Мысль оборвалась, так и не найдя подходящего слова. Попытки назвать происходящее чем-то конкретным казались натяжкой, и в то же время было странное ощущение, что случилось как раз слишком много, только в каком-то тихом, внутреннем слое, где не было событий, но были сдвиги. Она прислушалась к телу. Никакого особенного волнения, никакого «ура, новая жизнь». Просто легкая, непривычная собранность, как после не до конца понятного сна, который не помнишь, но он влияет на настроение. Томас уже встал и возился у шкафа, выбирая рубашку. «Подниматься?» — поинтересовался он, заметив, что ее глаза открыты. «Да», — отозвалась Анна, — «иначе пропустим наш стандартный завтрак». Слова были обычными, но сама себя она ловила на том, что всматривается в каждый его жест, как он подбирает одежду, как застегивает пуговицы, как чуть щурится от света из иллюминатора. Эти движения она знала на память, но сегодня в них было что-то еще. Или ей только казалось. «Интересно, он вообще замечает, что со мной что-то сдвинулось?» — скользнула мысль. Или для него вчерашний день и вся эта пересадка на другой паром — просто удачная прогулка, немного спонтанности. Она попыталась вспомнить его лицо в кафе, в сквере, в момент, когда кто-то из них двоих потянул ее за локоть от машины. Томас тогда волновался по-настоящему, это было видно.
Но волновался ли он только за ее безопасность или еще за что-то еще, что сам себе не называет? Он, наверное, решил бы, что я опять все усложняю, если сказать это вслух, — подумала Анна. Но не спросить его тоже было страшно. Вдруг он давно уже хочет большего, чем я себе представляю. Или, наоборот, не хочет вообще ничего не менять. На завтрак они спустились в то же время, что и обычно. Те же металлические подносы, та же яичница, те же очереди к кофемашине. Но теперь, глядя на все это, Анна ощутила легкий сдвиг перспективы. Как будто кто-то вчера на пару миллиметров повернул объектив, и картинка стала чуть иной, хотя предметы остались те же. Она поймала себя на том, что следит за своим дыханием, затем, как реагирует на запах кофе, на смех за соседним столом, на случайные касания в очереди. Все это было и раньше, но раньше она не прислушивалась к этим дрожаниям. «Ничего не произошло», — повторила она внутри, уже с вопросительным знаком. А будто кто-то тихо переставил мебель в темноте. И я даже не знаю, он слышит этот скрип мебели или нет, — добавилась вторая мысль. Мы вообще про одно и то же вчера думали, или у каждого свое кино? Ей очень хотелось сейчас спросить Томаса прямо, хотя бы что-то нейтральное, вроде «О чем ты думаешь, когда смотришь на них?» Но вопрос застревал еще до языка. Стоило представить его лицо, как внутри всплывала старая привычка — не тревожить равновесие лишними уточнениями. Он сидел напротив, ел свою яичницу и что-то просматривал в телефоне. Расписание, прогноз погоды, очередную таблицу. Выглядел спокойно. Слишком спокойно, чтобы по одному выражению понять, есть ли у него внутри те же неоформленные вопросы, что у нее. А может, у него наоборот все гораздо яснее, чем у меня, мелькнуло. Может, он уже все для себя решил, только я не знаю, в какую сторону. Это ощущение невидимой границы между ними, тонкой, но ощутимой, не давало расслабиться, хотя внешнее утро было абсолютно обычным. После завтрака они ненадолго вышли на палубу. Ветер был не слишком сильным, море ровным, горизонт размазанной линией между серым и голубым. «Вчера было неплохо», — произнес Томас, поудобнее опираясь на поручень. «Я давно так легко день не проводил». Он немного помолчал, подбирая слово. «Без того, что надо что-то доказывать или организовывать, просто идти и говорить, и да». Мы вообще планировали уже быть на твердой земле, а в итоге добровольно подписались еще на несколько дней качки. Анна кивнула. Ее этот день тоже не отпускал, но совсем с другой стороны. Да, было хорошо. Как-то по-настоящему отпускно. «Они приятные», — продолжил Томас, «в том смысле, что рядом не надо изображать суперверсию себя. Можно быть нормальным». Он улыбнулся коротко. Я поймал себя на том, что смирялся, не проверяя, уместно ли это. Это редкое состояние. Анна почувствовала, как внутри шевелились слова, которые она не произнесла, про то, что рядом с ними у нее тоже появилось ощущение, будто она не должна быть только надежной. Но вместо этого она высказалась безопаснее. Да, с ними как-то просто. Это было не ложью, просто сильно не всей правдой. Интересно, если бы я сейчас сказала ему все как есть, что мне рядом с ними не только спокойно, но и волнительно, он бы испугался или, наоборот, облегченно выдохнул. Она не могла представить его реакцию до конца. В одних воображаемых вариантах он хмурился и уходил в рациональные вопросы про границы, безопасность и последствия, а в других слушал серьезно и говорил «Я тоже иногда думаю», но это «я тоже» казалось слишком смелым, чтобы произнести его даже в мыслях за него. И при этом без этого вечного «сейчас нас будут перевоспитывать», — дополнил Томас. «Я такое плохо переношу». Он бросил взгляд на нее, как будто проверяя, не чувствует ли она себя объектом влияния. Вот и он тоже чего-то боится. Только чего именно —
что нас утащит куда-то, куда он не готов, или что я сама когда-нибудь захочу туда идти. И я не чувствовала, что нас куда-то тащат. Скорее, будто рядом есть еще один мир, где люди чуть иначе говорят о том же. Она сама удивилась точности этой формулировки, но отбирать ее назад не стала. Томас кивнул, задумчивый. «Ну да, может быть». Он не выглядел ни подозрительным, ни настороженным, скорее немного удивленным тем, что ему понравилось быть с людьми, которые живут немного не по его схемам. Анна отметила это и ощутила непривычную смесь. С одной стороны, тепло к нему, с другой — тихую тревогу от того, что она не делится с ним всем, что в ней сейчас происходит. А он делится со мной всем, или у него тоже есть кусок, который он не рискнет выносить на свет, пока я не сделаю шаг первый. Она посмотрела на его профиль, знакомый до мелочей, и впервые за долгое время остро почувствовала, что знать лицо наизусть еще не значит, что сейчас творится внутри. Они разошлись. Томас пошел в каюту за книгой, Анна пройтись по верхней палубе. Там было прохладнее, ветер сильнее, но в этом было что-то очищающее. У поворота к бару она почти нос к носу столкнулась с Максом. «О, человек, успешно переживший высадку в цивилизацию!» — воскликнул он. «Как ваши внутренние батарейки?» «Заряжаются. Или перегреваются. Еще не решила». Лена сидела за столиком у окна внутри бара, с чашкой чая и планшетом. Увидев Анну, махнула рукой. «Я обещала себе, что сегодня не буду есть ничего сладкого», — пожаловалась она, «но эта витрина смотрит на меня с осуждением». В витрине действительно блестели торты и пирожные, покрытые глазурью и фруктами. «Это не осуждение, это маркетинг. Тебя никто не заставляет, кроме тебя». Он повернулся к Анне. «Вы уже вернулись к своим стандартным корабельным маршрутам или еще делаете вид, что на курорте?» Она отметила, как он держит дистанцию. Стоит достаточно близко, чтобы разговаривать, но не нависает, не вторгается. Его внимание было направлено на нее, но без этого характерного ощущения, что тебя оценивают. Скорее, как если бы он рассматривал что-то интересное и не спешил делать выводы. Интересно, что он видит, глядя на меня? Просто еще одну пассажирку, которой удобно поговорить? Или женщину, которая сама еще не знает, чего хочет? И, страшнее всего, видит ли он, что я сама сейчас пытаюсь это понять? Лена перевела разговор в сторону какой-то новости, мелькнувшей в ленте. Пошутила про заголовок. Несколько минут они говорили о чем-то совсем неважном, но именно эта неважность казалась Анне ценной. Никто не поднимал серьезных тем, не проверял ее на свое-чужое. Она смотрела, как Лена спокойно воспринимает любую реплику Макса, и ту, что адресована ей, и ту, что брошена в сторону Анны или Томаса, когда он подходит. В ее выражении лица не было ни тени напряжения или демонстративной терпимости, как будто она искренне привыкла к тому, что внимание партнера может распределяться, и это не угроза, а часть общей жизни. Для Анны это было новым опытом. Она поймала себя на том, что не знает, как бы сама вела себя на месте Лены, и от этой мысли стало чуть не по себе. «А Томас?» — невольно продолжила она. «Он вообще смог бы вот так спокойно сидеть, если бы я смеялась с кем-то еще? Или ему тоже пришлось бы учиться этому, как Лене когда-то?» Она вдруг очень ясно поняла, что не знает ответа, не потому что сомневается в нем, как в человеке, а потому что они никогда всерьез не заходили на эту территорию, ни в разговорах, ни даже в фантазиях, которые можно было бы назвать общими. Когда она осталась одна на палубе, опираясь на перила и глядя на воду, мысли, которые до этого бегали по кругу, начали собираться в более понятные узоры. «Я не хочу другого мужчину», — сформулировалась первым. Это было важно.
как будто она ставила внутреннюю отметку, от которой дальше можно двигаться. «Я люблю Томаса», — тут же добавилось. Не как пафосная декларация, а как привычный многолетний факт. И все равно что-то внутри не успокаивалось. Но я хочу не только быть рядом с Томасом, я хочу чувствовать себя живой. Слово «живой» прозвучало внутри странно, как будто до этого она жила наполовину, функционально, правильно, но немного приглушенно. Сейчас же все казалось немного громче, свет ярче, воздух ощутимее, собственные реакции заметнее. Она попыталась разложить это по полочкам. Желание — это не то же самое, что измена. Ощущение — еще не действие. Формулировка была почти учебная и от этого странно успокаивающей. Но полностью снять напряжение она не могла. Было чувство, что между этими понятиями есть еще какой-то слой, который она пока не в состоянии назвать. Слов, видимо, не хватало. А если бы я сейчас спросила Томаса, где у него границы между просто желанием и предательством, он ответил бы сразу или тоже задумался. Мы вообще когда-нибудь это обсуждали? Честно, без шуток и общих фраз? Ответа не было. Она могла вспомнить намеки, полуфразы, сериальные обсуждения у них там, но не разговор про нас здесь. Телефон в кармане напомнил о себе короткой вибрацией. Несколько непрочитанных писем от клиентов спокойно лежали в ящике, словно напоминая, что у нее есть другая жизнь с дедлайнами, брифами и обязательными «давайте созвонимся». Анна открыла черновик письма коллеге. По причинам, независящим от расписания авиакомпаний, мне пришлось продлить отпуск еще на несколько дней. Улыбнулась и стерла первую строку. А в итоге она написала спокойным, почти деловым тоном, указав новые ориентировочные сроки и добавив, что остается на связи по почте, если что-то срочное. В глубине души ее слегка щекотала мысль, что настоящая причина не транспортные накладки, а желание еще немного пожить в этом странном состоянии, где жизнь не умещается в календарь. Вечером они все-таки оказались в баре. Не потому, что так договорились, а потому, что это было самое естественное место, где можно было не сидеть в каюте и не слоняться по коридорам. Бар был наполовину пуст, часть людей, видимо, вымоталась на берегу и предпочла отоспаться. Несколько столиков были заняты компаниями, кто-то смотрел в телефон и кто-то играл в карты. Лена уже сидела у окна с бокалом белого. Макс стоял у стойки, разговаривая с барменом, и в его руках были 4 бокала, когда он повернулся. «Как себя чувствуют люди, добровольно оставшиеся в море сверх программы?» — радушно встретил он их. «Официально вы уже должны были быть в отеле с видом на парковку. Мы решили, что вид на море пока выигрывает, особенно в хорошей компании». «О, синхронизация!» — воскликнул Макс, когда пара подошла ближе. «Только подумал, что если вы не придете, нам придется пить за вас». Это была бы тяжелая ноша, несправедливая по отношению к печени. Печень у меня тренированная, но я гуманист, не могу так с ней. Он поставил бокалы на стол, вино для Лены и Анны, пиво для Томаса, что-то янтарное в низком стакане для себя. Разговор завязался легко. Макс рассказал историю о пассажире, который весь круиз пытался найти настоящую местную кухню на корабле. Лена добавила детали, преувеличивая мимику и жесты. Томас в нужный момент вставил сухое замечание о статистике и вероятности найти настоящую кухню в ресторане на 10-м этаже. Анна смеялась. Смеялись все. Она отмечала, как Макс, рассказывая, время от времени бросает фразу в сторону Томаса, словно подкидывая ему возможность отшутиться. Томас подхватывал. Между ними постепенно возникало что-то похожее на уважение, не мгновенная мужская дружба, но ощущение, что они могут находиться в одном разговоре, не соперничая. Она украдкой смотрела на Томаса и ловила себя на новой мысли.
А что он видит, когда смотрит на Лену и Макса? Только приятных попутчиков или людей, рядом с которыми можно позволить себе чуть больше, чем обычно? Иногда в его взгляде на Лену мелькало легкое любопытство. Не хищное, не жадное, а скорее исследовательское, такое же, как когда он смотрит на незнакомый город из путеводителя. Анна замечала это и чувствовала странное двойное ощущение — легкую ревность и одновременно облегчение от того, что он, похоже, тоже живой. «Надо бы когда-нибудь спросить его об этом прямо», — подумала она. «Не тебе она нравится, а что ты вообще чувствуешь, когда рядом такие люди?» Но даже в мыслях эта фраза звучала непривычно. В их обычной жизни такие вопросы появлялись разве что в шутку, после фильма или чужой истории. Здесь же все было слишком близко к ним самим, чтобы спрятаться за иронией. Никто не пытался переоценивать свои шутки, никто не дергал разговор к тяжелым темам. Было ощущение, что этот вечер существует, чтобы дать всем возможность чуть выдохнуть и почувствовать, как оно, когда не надо выбирать между правильно и интересно. Где-то ближе к концу вечера, когда напитки были допиты до той стадии, когда язык становится чуть свободнее, но еще не расползается, разговор плавно перетек к тому, как люди вообще оказываются на подобных кораблях. «Кто-то сюда приезжает, чтобы вообще ничего не чувствовать», — задумчиво произнесла Лена. «Типа, отключите меня от всего», а кто-то, наоборот, начинает вдруг замечать, что у него внутри что-то шевелится. Тур по собственным реакциям. Дешевле, чем терапия, и с видом на море. Но и с меньшей гарантией результата. Мы, например, сейчас ничего не меняем. Мы просто смотрим, что с нами происходит, когда мы выходим из привычных маршрутов. Для меня это и есть эксперимент. Он произнес это слово без нажима, словно оно было самым естественным здесь. Анна почувствовала, как оно откликается. Не как обещание чего-то запретного, а как название того, что она и так уже делала внутри. Наблюдала за собой, за Томасом, за тем, как меняется ее внутренний пейзаж. Интересно, если бы сейчас спросить Томаса, для тебя это тоже эксперимент или просто необычный отпуск? Что бы он ответил? Она украдкой взглянула на него. Он слушал Макса, слегка нахмурив брови, так он обычно делал, когда примерял на себя чужую идею. В этом взгляде не было отторжения, скорее осторожное любопытство. Он уже там же, где и я, или еще только на подходе? Мы вообще в одном опыте? Или у каждого свой? «Мне нравится идея эксперимента без обязательного отчета», — поддержала Лена. «Типа, не надо сразу решать, что с этим делать. Можно просто посмотреть. Иногда полезно не принимать решения сразу, иначе все превращается в экзамен, а не в жизнь». Томас коротко усмехнулся, но промолчал. Анна знала эту его усмешку. В ней было и согласие, и легкое недоверие к слишком свободным формулировкам. «Вот он и есть, наш разрыв», — отметила она. «Ему важно, чтобы у всего была структура и понятные последствия. А мне сейчас вдруг хочется зоны, где можно не знать заранее, как именно все закончится». И все равно она не могла сказать, насколько он закрыт для этой зоны. Может быть, он сам пока не знает. Чуть позже, когда они ненадолго остались вдвоем у стойки, Анна спросила Томаса. «Ты коллегам уже написал?» «Написал, что придется поработать удаленно и сдвинуть пару встреч. Официальная версия — проблемы с логистикой. А неофициальная?» Неофициальный звучит слишком странно для рабочей рассылки. Остался в море, потому что на сушу пока не тянет. В каюту они вернулись позднее, чем обычно, но не настолько, чтобы считать это чем-то особенным. В коридоре уже было тихо, лишь изредка хлопали двери. Анна включила ночник, светлее не стало.
Томас снял рубашку, бросил ее на спинку стула, сел на край кровати, потирая пальцами переносицу. «Устал?» «Немного, но приятно». «Как в детстве целый день гулял и вечером еле стоишь, но все еще не хочешь спать». Она улыбнулась. «Ты сегодня был другой. В хорошем смысле». «В каком?» Муж поднял на нее заинтригованный взгляд. «Более... живой, что ли?» Он усмехнулся. «Может, это побочный эффект компании, где можно не быть единственным человеком, который все должен понимать. Рядом с ними как будто можно не успевать». Он протянул руку и слегка коснулся ее пальцев, просто чтобы подтвердить, он здесь, рядом. А она ответила сжатием. А если бы я сейчас сказала ему, что мне рядом с ними хочется не только не успевать, но и вообще попробовать жить чуть иначе, он бы отдернул руку или сжал сильнее? Мелькнула мысль. Вместо вопроса она только чуть крепче сжала его пальцы. Он почувствовал ее движение и на секунду задержал взгляд. В этой секундной паузе у него внутри тоже что-то шевельнулось, неоформленный вопрос, на который он пока не был готов отвечать. «Интересно, что у нее на самом деле сейчас в голове?» — успел подумать он. «То же самое, что у меня, или я опять дорисовываю за нее?» Спросить было страшно. Стоило представить себе вопрос «Ты вообще как ко всему этому относишься?» И вместе с ним вставала тень последствий, с которыми пришлось бы жить после любого честного ответа. Он снова выбрал жест вместо слова. Они легли каждый на свою кровать, как всегда. В комнате было тихо, только гул корабля и негромкий шум вентиляции. Обычно в эту тишину у Анны входила привычная усталость и желание просто выключиться. Сегодня в этой тишине было немного другое. Нельзя было сказать, что лучше или хуже, просто иначе. Как будто она сама стала чуть шире внутри, и знакомые стены уже не закрывали все пространство. «Если раньше я больше всего боялась потерять то, что у нас есть, — подумала Анна, глядя на потолок, — то сейчас почему-то страшнее не узнать, чем это еще может быть». Мысль не прозвучала как план или как вызов, скорее как признание того, что страх сменил форму. И от этого стало одновременно и тревожнее, и честнее. А он чего боится больше? Потерять нас или открыть что-то новое? Последним отзвуком мелькнуло у нее. И как это вообще узнать, не разломав по пути то, что уже есть? Рядом дышал Томас. Он слушал ее дыхание и вдруг понял, что тоже не до конца понимает, чего боится сильнее, что Анна когда-нибудь захочет шагнуть туда, где ему будет слишком страшно, или что они оба так и останутся в коридоре, делая вид, что ни одной двери вокруг нет. «Мы были вместе столько лет, а я до конца не знаю, на что она готова ради того, чтобы чувствовать себя живой», — подумал он. «И, если честно, не знаю, на что готов ради этого я сам». Они были вдвоем, как и много раз до этого, но ощущение было таким, будто к ним в каюту невидимо подсел еще кто-то. Не человек, а их собственное будущее, которое больше не хотело оставаться только в одном варианте.